Так, друзья, сегодня всем привет на канале Мото с того бока. Сегодня очередной выезд. Вот такой вот у нас интересный агрегат. Это Вятка VP150M, если я не ошибаюсь, электрон. Сейчас мы ее разберем, немножко посмотрим. Владелец нашел его случайным образом, так скажем, и хочет получить мнение о состоянии этого мотороллера и вообще дальнейшие какие-то действия, чтобы принять, то есть оставлять возможность себе. Вот тут интересный момент, смотрите, спидометр, видите, 395 пробега. Вообще по состоянию очень неплохое. Я так приблизительно посмотрел, сейчас откроем. Здесь вот даже сохранился этот ограничитель сидения. Вот видно, да, что все цело, ничего тут не колхозили, электропроводка в полном порядке, вся в жгутах, карбюратор там вот целый. Ну вот сейчас будем с этим разбираться. Бак тут интересный в виде канистры, вот такой с ручкой. То есть топливо у вас где-то кончилось, вы его достали и пошли за топливом. Ну, мопед комплектный полностью. Мне даже самому интересно его сейчас попробовать запустить. Приезд был больше ориентирован как осмотр. Ну ладно, потом в дальнейшем включусь, времени не очень много. Так, друзья, подразобрали мы немножко его вот до такого состояния. Сейчас я залил туда смеси, прокачали. Компрессия хорошая, но мы замерим, еще у меня есть компрессометр. Самое интересное, открыл бардачок, и тут вот такая вот надпись потомкам: не работает зажигание и сцепление. Ну, по виду почти ровесница этому мопеду, наверное. Вот такие вот интересности. Да. Так, ну что, сейчас будем искать искру. Компрессия, скорее всего, есть. Все в порядке. Подключим. У меня есть преобразователь мой, который я в видео вам показывал, самодельный. Он там выдает до 20 ампер. Этого более чем достаточно. И будем пробовать искать искру. Свечку кое-как открутили. Она на 22. Старого исполнения тоже. Свеча, смотрите по виду. Такая вот здесь и стояла. Все, продолжаем. Так, друзья, ну что, собрал я вот такую конструкцию. Это у нас преобразователь, который я вам показывал. Вот, 6 вольт стоит сейчас. Подключил электропроводку. Чудесным образом нашелся ключ. Просто человек мимо проходил, говорит: ребята, а вы знаете, у меня такой же в гараже стоит. И дал нам ключик. Ключик и инструкцию по этому мопеду. И вот подарил нам, не подарил, дал во временное пользование вот такую вот книжечку. Здесь с электросхемой. Вот, в общем, подключил я. Сейчас будем пробовать, заведется или нет. Смотрите, сейчас включаем. Дальше. Включим. Я так один не покажу. Толкнете ее немножко. Ага. Ну все, там видно. Все, сейчас будем пробовать одним кадром. Так. Единственное, рано пробовать. Надо топливо придумать, как подавать. Сейчас поставим паузу пока. Так, друзья, ну что, подсосал я топливо. Пока еще мы ничего не делали. Сейчас мы его качнем немножко. Ого. Что, довольно, что? Включаем зажигание.
друзья, вот и первый запуск состоялся. Работает прекрасно, посторонних шумов нет. Есть даже освещение. Поворотов нет. Возможно, сиденье нужно поставить. Теперь повторяемость. Сейчас попробуем завести. И заводится он неплохо. Вот, дрыкнуть. Вполне себе. Такая вот капсула времени получается. Реально пробег. Там прошивает. Единственное, надо цилиндр отмыть. И где-то на расходнике из-под выхлопа, он вот без масла из-за этого. Плюс тут свечка стояла без кольца, он засвинячил голову. Это все на теплый, когда двигатель, когда теплый двигатель, бензин набираете в сиколку и бензином прям смело можете лить везде, где хотите. И все, он весь все стечет туда, этот корыто какой-нибудь поставьте. Здесь вот, а по поводу этого, это уже, конечно, на ходу надо проверять с передачи. Ну все, моя работа выполнена. Слушай, а ключ, получается, все равно нужен, да, будет? Он нужен, чтобы нажимать. Нажимать, Да. да? То есть надо найти просто ключ. Да? Найти просто ключ, не ломайте замок, это такое уже, да, жалко, зачем? Тут что-то провода перемычивать. Просто найти ключ и всё. поставить. А вот то, что ключ контакт плохой, это редкость. Это в самом замке. замке, Да. да? Я сейчас назад его заверну, как он должен быть. Что, мы ключик отдаем? Да, да. Большое вам спасибо. Да, Вы выручили. сэкономили нам время просто гигантское. Спасибо. Вот, найти просто ключ от него, чтобы ничего не ломать. А по электропроводке еще что-то позвоните мне, если нужно, я приеду. Вот, я смотри, а что вот еще нужно сделать? Но это от вашего желания зависит. Вот. Ну так вот, как ты считаешь, вот так? Что ты можешь сделать, что ли, что было? Ну я, не важно. Смотрите, раз я приехал, Да. Вот нужно вот эту часть вскрыть, редуктор здесь привода, там цепной привод идет. Вот здесь лючок смотровой, его нужно открыть, сделать ревизию, что там происходит По внутри. маслу, да? Смотреть. Да. Вот. Посмотреть, в каком состоянии цепь приводная и так далее, вообще как этот привод реализует.
Потом, ну, желательно вот эту вот книжку, которую дядька приносил, такую заиметь себе. Там все написано. Как самому все делать даже, да? Да. Посмотреть, что тут еще смазывается, то есть картера и так далее. Как настраивается сцепление. Возможно, оно просто не отрегулировано. Что со скоростью? Ну, скоростя-то есть, мы же расширяли, они тяжело катятся, да. Что еще? Карбюратор. Может, просто в ручке какая проблема, да? Может быть, в ручке. Тросики там, да? Но обычно трос мог просто неправильно его... Да. Его могли неправильно отрегулировать, потому что вот здесь вот колодка идет, вот она. Вот видите, два тросика, и вот они регулируются, видите? Вот эта гайка отпускается, маленькая, а вот эта длинная, ее крутишь, точнее ее держишь, а вот эту часть выкручиваешь. И так вот регулируется. Должен быть ход. Вот. А тут он большой слишком, видите, сколько? Целый сантиметр. То есть он должен быть буквально, нет, не сразу, он должен быть 1-2 миллиметра вот так. А здесь он больше сантиметра. Вот. То есть вот с этого момента только начинает сцепление работать. Оно может буксовать с места, когда если ехать. Вот. Так, смотри, значит, ну, в принципе, и это перебрать замок, да, как-то, да, попробовать, да? Ну, да, да. Это все заводское, это специально для работы. Но он просто, скорее всего, окислился. Где-то, да, что ли? Вот. Зачистим просто все, да, попробовать. Ну, не знаю. Вскрытие покажет, как говорится. Ну, что скажете о моей компетенции? Ну что, я тебе благодарен. Так, друзья, ну что, закончили мы работы с данным аппаратом. Вот я его собрал, как он должен быть. В принципе, все работает. Свет есть, дальний, ближний. Повороты не работают почему-то. Возможно, реле поворотов. Возможно, что-то с электропроводкой. Да. Ну, пробег реальный оказался. То есть там действительно хорошая компрессия в мотоцикле. То есть владельцу, в принципе, повезло, можно так сказать. Здесь есть некоторые работы. Нужно ТО, конечно, делать. Мыть двигатель, он весь в масле, будет перегреваться, если это не сделать. Снять заднее колесо. Здесь нет камеры, ее кто-то извлек. Не именно сосок провернулся, а нет камеры. Ну, а так вот, такой вот агрегат. Очень удачный. Вот такой один день из жизни ремонта. Все, друзья, на этом все. Всем всего доброго.